Индийские махараджи. Сами эти слова вызывают в голове картины невообразимой роскоши и богатства. Правители, чья любовь к драгоценностям была легендарной, оставили после себя наследие, которое по сей день поражает воображение. Индия, как источник величайших алмазов и самоцветов, была родиной этих сверкающих чудес, позволяя своим владыкам собирать коллекции, способные затмить любую европейскую корону. И какой бы драгоценный или полудрагоценный камень вы бы ни назвали, в Индии 100% найдется уникальный его вид, добытый или купленный для коллекции правителя. Но как часто это бывает в истории, многие камни пропадали, переходили из рук в руки и просто похищались. Так случилось и с некоторыми уникальными камнями Индии. За примером не стоит далеко ходить. Бриллиант Кохинур. Этот легендарный алмаз, вероятно происходящий из рудников Голконды в Центральной Южной Индии, один из самых известных и, пожалуй, самых спорных, имеет бурную историю, полную завоеваний и смен владельцев. В конечном итоге, в 1849 году он перешел в руки Британии, а уже в 1852 году его перерезали, чтобы улучшить его блеск и соответствовать современным европейским вкусам. В настоящее время установлен в корону и находится в лондонском Тауэре. Сегодня предлагаю вам познакомиться с несколькими изделиями, которые были созданы для махараджи и были однажды утеряны в истории, но чудесным образом нашлись. Прежде чем мы продолжим, не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. С вами как всегда Анатолий, и вы на канале T-Stone. Приятного просмотра. De Beers и ожерелье Патиалы. Обнаруженный в том же году, когда была основана De Beers Consolidated Mines Limited в 1888 году. Весом 428,5 карат он имел вот такие размеры, что делало его крупнейшим алмазом, найденных на 4 основных рудниках Кимберли в то время. Хотя страна, где был огранен алмаз De Beers, точно неизвестна, но скорее всего это был Амстердам в Нидерландах. Поскольку в то время Амстердам был ведущим центром огранки алмазов в мире, и большинство алмазов, добываемых в Южной Африке, в конечном итоге попадали туда. Там он был огранен в бриллиант весом 234,65 карат и представлен в 1928 году на выставке в Париже. И естественно, махараджи, которые славились своим вниманием к драгоценностям, не прошли мимо. Алмаз De Beers был куплен махараджи Патиалы Бхупендрой Сингхом. Бхупиндер Сингх был махараджи Патиалы с 1900 по 1938 год. Был известен своей экстравагантностью, любовью к спорту, в особенности крикета и поло, и поддержкой Британской империи. Имел 10 жен, 350 наложниц и 88 детей. Патиала, княжество в центре восточного Пенджаба, было основано в 1763 году Бабой Ала Сингхом. В 1947 году был подписан документ о присоединении княжества к новому Индийскому союзу, а уже в 1956 году княжество слилось с провинцией Пенджаб. В 1928 году по просьбе махараджи Патиалы ювелирная фирма Cartiers of Paris установила бриллиант De Beers в качестве центрального элемента церемониального ожерелья, которое стало известно как ожерелье Патиалы, которое, без сомнения, было одним из самых впечатляющих ювелирных изделий, когда-либо созданных. Помимо бриллианта De Beers, в ожерелье было включено еще 7 крупных бриллиантов весом от 18 до 73 карат. В ожерелье также было помещено несколько дорогих бирманских рубинов. Всего в ожерелье также было вставлено 2930 более мелких бриллиантов, общим весом около 950 карат. Если бы этот уникальный ювелирный шедевр существовал сегодня, по текущим рыночным ценам, в дополнение к его большому историческому значению, которое также добавляет ему ценности, цена этого впечатляющего ожерелья была бы за пределами оценки. С наступлением независимости Индии в 1947 году ожерелье исчезло. Предположительно, многие из его знаменитых драгоценных камней, включая De Beers, были по отдельности проданы членами семьи. Затем, в 1998 году остатки ожерелья Патиалы были случайно обнаружены в магазине Лондона любопытным покупателем. Все крупные камни в ожерелье, включая бриллиант De Beers и 7 крупных бриллиантов весом от 18 до 73 карат, а также рубины, исчезли. Cartier приобрели остатки ожерелья в лондонском ювелирном магазине и приступили к самой сложной задаче – восстановлению ожерелья в его первозданном великолепии. Им потребовалось 4 долгих года, чтобы завершить работу. Отсутствующий бриллиант De Beers был заменен точной копией, изготовленной либо из желтого кубического циркония, либо из синтетического желтого сапфира. Оригинальные бирманские рубины были заменены синтетическими. Сам бриллиант De Beers внезапно появился 6 мая 1982 года, когда его анонимный владелец выставил его на аукцион Сотбис в Женеве. В алмазной торговле ходили слухи, что цена на камень может достичь 4,5 миллионов долларов США. Но в конечном итоге камень был куплен по максимальной цене в 3,16 миллионов долларов анонимным покупателем.
На данный момент судьба этого красивого камня неизвестна. The Patiala Ruby Choker. Между 1925 и 1930 годами Махараджа Бхупиндер Сингх часто привлекал дом Картье для установки большого количества драгоценных камней из своей сокровищницы в ювелирные изделия, отражающие эстетику европейского дизайна. Чокер в стиле арт-деко – одно из нескольких украшений, которые французские дизайнеры создали для правителя княжества, используя его фамильные драгоценности. Как и бриллиантовое ожерелье, чокер также исчез на многие десятилетия, прежде чем он снова появился и был в конечном итоге восстановлен Картье в Женеве в 2012 году. Заказ на этот чокер Картье завершили в 1931 году, и он представлял собой смесь южноазиатских элементов с европейским стилем. Бхупиндер Сингх подарил его одной из своих жен, Махарани Шри Бахтавар Каур Сахибе, которая на некоторых фотографиях носит его с другими ожерельями Картье. Чокер состоит из 292 малиновых рубиновых бусин, общим весом 356,6 карата. Они нанизаны в 6 рядов в центральной секции и 5 рядов в двух секциях по бокам, перемежающихся 4 кластерами натурального жемчуга. Из 132 жемчужин несколько также расположены по обоим концам чокера, рядом с застежками, которые усеяны 6 рубинами кабошонами каждая. Центральная секция обрамлена 6 рубинами в цветочной композиции и 60 бриллиантами в платине по обе стороны. Неясно, когда рубиновое колье было контрабандой вывезено или взято из королевской сокровищницы Патиалы, и его местонахождение оставалось неизвестным, пока оно не появилось на художественном рынке Швейцарии в 2000 году. Его укоротили до браслета, из которого удалили часть рубинов. Картье приобрела и восстановила его в первоначальном виде в 2012 году, прежде чем продать его правящей семье Альтани в Катаре. Как часть коллекции Альтани, колье много путешествовало, чтобы быть выставленным в музеях, включая музей Метрополитен в Нью-Йорке, музей Виктории и Альберта в Лондоне, в Дворцовом музее в Пекине. В 2019 году колье было продано на аукционе Кристис в Нью-Йорке за $975 тысяч США в рамках продажи Махараджи Штейнмогл Магнифисенс. Жемчужный ковер Барады. Не только Бхупиндер Сингх славился тем, что превращал драгоценные камни своей сокровищницы в прелестные ювелирные изделия. Так, Махараджа Барады Хандер Рау Гайквад II в 1865 году заказал украшенный драгоценностями ковер гобелен. Сейчас он широко известный как жемчужный ковер Барады или просто ковер Барады. Хандер Рау Гайквад II, годы жизни 1828-1870, был правителем княжества Барады с 1856 по 1870 год. Стал известным тем, что как раз и заказал великолепный жемчужный ковер. Барада, основанное в 1721 году туземное княжество в составе Британской империи, названо по искаженному имени города Вадодара, известному среди британских торговцев и путешественников как Бродера. 1 мая 1949 года княжество Барада официально вошло в Индийский союз, став частью штата Бомбей, а после его раздела 1 мая 1960 года частью штата Гуджарат. Плотно расшитый жемчугом и другими драгоценными камнями, ковер был предназначен в качестве подарка для украшения гробницы пророка Мухаммеда в Медине, в современной Саудовской Аравии, но остался в Индии, поскольку Хандер Рау умер до того, как его смогли отправить. Изготовленный в течение почти 5 лет мастерами, ранее работавшими при дворах моголов, ковер является примером изысканности традиционного индийского мастерства, богатства региональных правителей и щедрого покровительства, которое они оказывали искусству. Длина ковра около 2,64 метра, ширина 1 метр 74 сантиметра. Он состоит из основы из оленей кожи и шелка, которая обильно расшита бисером и драгоценными камнями, образуя арабесковые узоры и мотивы. По оценкам, он содержит более 1,5 миллиона жемчужин Басры общим весом около 30 тысяч карат и ограненных бриллиантов весом около 400 карат. Кроме того, рубины, изумруды, сапфиры и цветные стеклянные бусины украшают части композиции. Сообщение начала 20 века предполагает, что ковер изначально был частью набора из 5 гобеленов, которые могли образовывать конструкцию балдахина. Однако дополнительная информация о других частях или их местонахождения была очень скудной. После смерти Хандер Рау ковер унаследовали его преемники, которые изначально решили сохранить его в королевской сокровищнице. Он впервые появился на публике во время выставки индийского искусства в Дели в 1902 и 1903 годах, во второй раз в 1985-86 годах в рамках выставки «Индия» в Метрополитен музее в Нью-Йорке. Внучка Хандер Рау, Махараджи Барады, Сита Деви, стала хранительницей ковра с середины 1940-х годов до 1988 года. Она вывезла его из страны после того, как поселилась в Монако со своим мужем и, как полагает, продала его позже, чтобы облегчить свои финансовые трудности.
Хотя перемещение ковра в течение десятилетий после того, как он покинул Индию, не ясны, он всплыл в 2009 году на первом аукционе Sotheby's Arts of the Islamic World в Дохе, Катар, где он был продан примерно за $5,5 миллионов. В настоящее время ковер экспонируется в Национальном музее Катара в Дохе. Это были всего лишь 3 произведения ювелирного искусства из сокровищницы Махараджи. Но в сердце любой сокровищницы Махараджи были алмазы, колоссальные кристаллы, чьи названия стали легендами. Например, алмаз Агра – редкий розовый камень весом 31,41 карата, чья история уходит в 16 век, когда он принадлежал великим моголам. Шах – бриллиант весом 88,7 карата, уникальный тем, что на 3 его гранях выгравированы имена персидских шахов, владевшим им. Дрианур – море света – один из крупнейших в мире розовых алмазов, весом около 182 каратов, также добыт в Голконде. Его нежный, но насыщенный розовый цвет делает его абсолютно уникальным. И мы лишь поверхностно коснулись этой огромной сокровищницы. Про каждое украшение, про каждый камень, про каждую династию Махараджи можно рассказать много интересных историй. И если вы захотите узнать про какой-то камень больше, дайте знать. А на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Не забывайте подписываться на канал и делиться роликом с друзьями. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Всем пока.